Если спица не пришита ниткой, то есть отсутствие нитки ломает спицу, отсутствие гвоздя ломает полностью весь зонд, клинит. То есть вот такие вот с одной стороны как бы мелочи, но они имеют не второстепенное значение. Вы на канале Твори Чуди Фантазирую, с вами Валентин. Сегодня расскажу, как можно отремонтировать зонтик. Очередной зонт попал в ремонт с таким вопросом. Ручка вот свободно болтается. Это полные автоматы, я их терминаторами называю. Не работает, купол не открывается. Теперь все это надо довести до ума. Ну, одна из главных причин, почему вот так вот может случиться, это когда зонд открывается, скажем так, за ветром, это раз. Плюс купол мокрый, тяжелый, разгоняется, а еще если это открывается вниз, идет сильный удар. И, как правило, это разбивается вот эта вот верхняя короночка. Ну, сейчас это все буду разбирать и точнее устанавливать, потому что сколько зонтов не приносят, сколько я их уже тысяч не переремонтировал, каждый раз какой-то новый нюанс. Что-то новое производитель добавляет, плюс еще люди начинают добавлять. Тут и спица он поломанная есть одна. Ну, сейчас это буду все разбирать, смотреть, возможно ли его отремонтировать и сколько на это времени пойдет. В первую очередь разбираю скрутку. Ну вот, приблизительно то, что я и думал. И скорее всего этот тросик, он в середине с пружиной переплетен, заклинило. Так, ну, одна спица поломанная. Это нужно будет искать, подбирать. Ну и вот причина, по которой это все случилось. Был нанесен очень сильный удар, коронка разбита, кусок отломан. Ну и в таких случаях я особо не заморачиваюсь, просто ее укрепляю. Потом попозже покажу, как это все делаю. Ну и сейчас пытаюсь разобрать вот эту вот заклинившую ручку. В первую очередь разбираю, здесь вот винт есть, разбираю ее, получится или нет, ну сейчас буду смотреть по ходу. Угу. Здесь тоже что-то посыпалось. Чтобы мелкие эти детали потом не искать, сразу саморез выкрутил и сразу укрутил на свое место. Вот есть зонты, которые фиксируются здесь гвоздь, но для дополнительного, чтобы его не разобрать, вот развальцовывается, просто чем-то деформируется сама вот эта трубка, чтобы внутренности не выстрелили. Ну, во время ремонта это надо обязательно
разобрать, посмотреть, по какой причине. Для того, чтобы оно не выстрелило, потому что внутри находится пружина. Вот так вот фиксирую на пальце этот тросик и аккуратненько эту трубочку пытаюсь разогнуть. Пришлось немножко отверточкой это все подковырять, немножко, конечно, поигрался. Ну, теперь аккуратненько это все пытаюсь извлечь. Главное, чтобы не было выстрела. Извлекаю вот этот ролик, потому что если где-то оно выстрелит, потом буду по мастерской его искать. Вот прозвучал выстрел, что-то высвободилось, что-то бахнуло. Ну и сейчас не так оно легко. Сразу этот ролик тоже. Сейчас. Пытаюсь извлечь. Здесь тоже ролик. Вот такой вот маленький ролик с вот этой вот накладочкой. Вот эта вот маленькая накладочка и ролик тоже извлекаю. Сейчас просто вытянул. Опа, опять выстрел, выстрел за выстрелом. Так, все, вытянул. Ага. Так, смотрим. Это так называемый якорь целый. Здесь все целое, тросик целый. То есть просто из-за того, что была разбита верхняя короночка, вот эта вся конструкция заклинила. И из-за этого оно перестало функционировать. Кнопка работает. Ну и главная причина того, что оно заклинило, это после того, как верхняя коронка разбилась, этот тросик попал между вот этим, не знаю как оно, одна трубка и пружина. И вот оно между этим попало. Из-за этого оно и заклинило. Все, дальше служить оно уже не будет. Сейчас это все собираю в обратном порядке. В первую очередь устанавливаю ручку на свое место. Не всегда дорогие зонты это показатель качества. Так, в принципе, как оно и в жизни. Здесь оно должно служить хорошо, но по какой-то причине, то ли это был выстрел какой-то, то ли где-то упал, из-за поломанной короночки оно так произошло. Так, все. Установил ручку обратно на свое место. Нижнюю коронку не трогаю. То есть вот за счет вот этого вот зуба оно держится за свой. Ну, зонтик в принципе неплохой. Все, теперь это все внутренности собираю в обратном порядке. Значит, сейчас необходимо протянуть тросик, установить его на свое место. Якорь внизу должен быть. Все, якорь внизу.
Но вот в некоторых случаях эти якоря, они металлические. То ли латунь, то ли медь. Ну, не пластик. Ну, то, что имеем, то имеем. Дальше устанавливаю этот ролик на свое место. Направляющий. Так, все это установил. Сейчас собираю обратно. И здесь обязательно обращаю внимание на что. Вот эта вот прорезь ни в коем случае не должна где-то уходить в сторону. То есть иногда бывает, что вот во время установки ручки она, вот этот элемент, он проворачивается. И получается, что он развернут в другую сторону. Ну, вот это тоже надо контролировать. Так. Плюс то, что здесь отсутствовал гвоздь, который это все фиксирует. Сейчас это все собираю обратно. Все, установил на свое место вот эту прорезь относительно кнопки. И сейчас это все собираю в обратном порядке. Здесь важна каждая деталь, так как очень мудреное все. Так, теперь установил на свое место. Здесь сразу устанавливаю вот этот вот тросик узелком вот в это место, в это гнездо. За счет этого тросик будет держаться. Так, установил обязательно обратно вот этот ролик. Иногда попадает сам тросик между вот этим полукругом и самим роликом. Из-за этого клинит. Поэтому на это тоже надо обязательно обращать внимание. Сейчас беру гвоздь сразу, чтобы был под рукой. И вот так вот аккуратненько устанавливаю на свое место. Дальше перехватываю сам тросик, опускаю максимально вниз и устанавливаю гвоздь без верхней коронки. Вот этот полукруг сейчас получился. Нахожу, где этот ролик служит. Здесь еще на что обращаю внимание, чтобы тросик не был перекручен. Если установить неправильно, тоже будет клинить, не открывать до самого низу. Просовываю сюда, вот есть такой паз. Здесь нету, здесь просто. Хорошо. Значит, сейчас одеваю ролик. Дальше здесь по бокам вот так вот продеваюсь. Ага, перекрутил. Правильно. Вот так. Вот. Все, установил на свое место. То есть, ну, если видно, вот насколько пришлось деформировать сам верх, сам срез. То есть он идет на расширение. Установил. Дальше устанавливаю этот фиксатор. Но это тоже такие очень слабенькие фиксации вот на вот эти вот накладочки фиксации ролика. Все. То есть вот сейчас делаю контрольную проверку. Застегиваю. По какой-то причине не хочет застегивать. Без коронки застегивает, с коронкой не хочет. Ага, все, сработало. Надо было немножко ниже. Открывается, вот все, держится на своем месте. И закрывается нажатием кнопки.
Есть щелчок, все хорошо. Ну и следующий нюансик. Вот эта коронка разбита. Хорошо, если есть в наличии идентичные, которые можно установить, и она будет служить. Но, скажем, у меня на данный момент такой нету. Что я делаю, чтобы продолжить ей жизнь? Делаю следующее. Так как эта коронка разбита, значит, делаю следующим образом. Вот где устанавливаю, вот отверстие, где под гвоздь. С другой стороны эта коронка разбита. То есть здесь куска верхней коронки нету. Делаю что? Беру вот такое ножовочное полотно. И вот где планируется установка гвоздя, с одной, с другой стороны делаю пропил. Пропил делаю как бы немножко не напрямую к вот этому, к этой резьбе, а немножко так в стороны. Для чего, сейчас покажу. Вот сделал вот таких 4 пропила с расчетом того, что вот у меня есть 0,8 проволока. Эта проволока будет фиксировать коронку в самом верху, то есть чтобы она свободно вот туда заходила. Вот она зашла. После того, как пропилял, необходимо обязательно установить в том положении, в котором оно было изначально. То есть вот таким образом. Сейчас немножко подгибаю то, что я разгибал, на свое место. Ну, редко когда получается сделать его сразу идеально. Вот, и загнул его на свое место, подогнул, насколько это возможно сделать. Дальше обязательно вот наматываю тросик на палец, немножко вниз сжимаю пружину, вытягиваю гвоздь. Гвоздь 30-ка, 30 мм, 1 мм диаметр. И устанавливаю верхнюю коронку на свое место. Все, она стала на свое место. Сейчас устанавливаю гвоздь вот так вот. Все, установил. И сейчас ни в коем случае не складываю. Беру вот эту вот проволоку, делаю приблизительно по центру вот такую вот петельку. Вот, петельку сделал. Дальше ее набрасываю на шляпку гвоздя. На шляпку гвоздя. Пропускаю в этот пропил, который я сделал. Теперь он зашел хорошо. Пропускаю тот, который напротив пропил. То же самое с другой стороны. И вот получается, как бы проволока обволакивает верхнюю коронку. Условно можно сказать, пришил коронку кверху. Все. С другой стороны вот выглядывает острие гвоздя. Сейчас его немножко подгибаю. И закручиваю. Делаю скруточку. То есть главная задача вот этого обшивания коронки для того, чтобы гвоздь не выпал и не выстрелила коронка. Задача коронки только держать спицы. Все. Держать спицы в определенном порядке. Все, подтянул. Ну, приходится ее
переворачивать, чтобы все стало на свое место. То есть вот получается такая вот конструкция. Здесь проволока держит, фиксирует саму коронку. Здесь оно закручено. Сейчас лишнее откусываю. И само окончание гвоздя просто сгибаю, чтобы зафиксировать на нем проволоку. Вот такая ювелирная работа, не особо получается показывать. Получилась вот такая вот конструкция. То есть коронка разбита. Я почему-то подумал, что из-за того, что коронка разбита, это все случилось. Оказывается, нет. Здесь просто вылетел гвоздь, тот, который устанавливался на производстве. Из-за этого во время удара вылетел гвоздь, раз, разбилась коронка, два, это все, конструкция рассыпалась. То есть я сделал каким образом? Вот тот гвоздь, который я туда установил, 30-очку, вокруг шляпки это сделал петелечку, которая вот фиксирует коронку с одной и с другой стороны. Если она где-то проволока немножко отходит, можно ее поджать, абсолютно не страшно. С другой стороны, вот окончание гвоздя я провел саму проволоку под гвоздь, окончание гвоздя согнул и саму скруточку вот за подлицо спрятал с верхней коронкой. То есть сейчас во время открывания этот гвоздь будет выдерживать вот этот удар. Сама коронка, она служит только для того, чтобы держать спицы в определенном порядке, чтобы спицы никуда не разъезжались. И проверка. Вот беру зонд, складываю и раскладывается. Все срабатывает так, как должно. Так, еще это чудо выскочило. Но оно выскочило из-за того, что его надо зафиксировать проволокой во время собирания зонта. Все работает. Все на своем месте. Ну, теперь остается установить купол на свое место, но в то же самое время надо поменять спицу. Вот спицы покрутила. Это все выгибаем на свое место. Следующее то же самое. Прохожу полностью все спицы, пересматриваю, выравниваю, ставлю на свои места. Вот нашел ту спицу, которая поломанная. Ну, сейчас надо попытаться подобрать что-нибудь идентичное. Что буду делать? В первую очередь это ее просто вырезаю с помощью надфилька. Удалось подобрать идентичную спицу, то есть вот она по всем отверстиям и форме совпадает, но немножко тут острее угол, здесь более он такой заокруглен. Я думаю, это не особо принципиально, оно будет служить нормально. Все, сейчас это все устанавливаю на свое место. Установил поломанную спицу, вместо поломанной спицы новую на свое место. Все, фиксирую теперь саму пружину, чтобы она не выскочила. Все, открывается, закрывается, все на своем месте. Ну, теперь собираю. Как собирать, я ранее показывал, рассказывал, и думаю, об этом нету смысла еще снимать. Покажу конечный результат. Вот сложил верхнюю коронку, и чтобы не возникало никаких сомнений, что это довольно-таки рабочий способ, вот в каждой прорези, в каждой ячейке установлена спица на свое место. Даже там, где вот проволока,
которой я привязывал верхнюю коронку, спицы находятся на своем месте. Что с одной стороны, что со второй. То есть держать оно будет. Ну и вот показатель того, что вот коронки, здесь коронка средняя упирается в верхнюю, здесь куска нету. Но это абсолютно не принципиально. Почему? Оно будет служить, потому что идет в нужном направлении. Сам процесс сборки я не показывал, я уже не один раз это показывал. В результате получилось все отлично. Единственное, на что обращаю внимание, я на это раньше об этом рассказывал. Каждая спица в обязательном порядке должна быть прошита 3 раза. То есть один раз, второй раз и здесь третий раз. Если одна из прошивок порвалась, автоматически спица уходит куда-то в сторону и ломается. Та спица, которую я поменял, она была вообще не прошита, ну то есть просто порвалась. Ну и в результате получается, что все работает, открывается, закрывается, складывается. Ну вот открываю вверх, свободно, зонт работает, красиво, аккуратно, надежно. Ну а там, как уже клиент будет им пользоваться, то это уже зависит от клиента. Все сделал красиво, аккуратно. Получилось прекрасно. Вы на канале Твори, Чуди, Фантазируй, с вами Валентин. Ну, еще такая байка есть небольшая. Пришел один клиент ко мне, рассказывает, говорит, у меня, ну, похоже, по его описанию была проблема с зонтом. Он говорит, можно и самостоятельно отремонтировать? Я говорю, нет, нельзя, это надо только в мастерскую. А если я сам разберу и посмотрю, что в середине, говорю, ну, это очень сложно. Говорит, а что там сложного? Я банкоматы настраиваю, там их ремонтирую. Что здесь за вопрос? Я сделаю, вам принесу, покажу, как я сделал. Не пришел. Всего хорошего, до скорых встреч.